Всем привет, с вами Светлана. Если вы думаете о переезде в Болгарию, то перед принятием важного решения нужно взвесить все «за» и «против» переезда. За 10 лет жизни в Болгарии я собрала самые важные аргументы «за» и «против» переезда. Это видео поможет вам принять правильное решение. Посмотрев это видео, вам будет проще принять решение. Это поможет вам избежать возможных ошибок. Аргументы «за». Климат. Климат в Болгарии отлично подходит европейскому человеку и максимально комфортен для него. Мягкие нежные зимы и теплое, но не сильно знойное лето. Страна находится в континентальной и средиземноморской климатических зонах, поэтому Болгария предлагает возможность дополнительного тюнинга под ваши личные предпочтения. Если хотите зимы теплее, иногда даже без снега, то вам подойдут приморские города, такие как Варна или Бургас. А если вам не очень нравится влажный климат, тогда к вашему выбору предоставлена равнинная и горная часть Болгарии. Кстати, горы занимают более 40% территории Болгарии. Красивая природа. В Болгарии хорошо сохранилась дикая природа и окружающая среда. Биоразнообразие Болгарии – одно из самых богатых в Европе, которое сохраняется в 3 национальных парках. 93 из 233 видов млекопитающих Европы обитают в Болгарии. В море и озерах ловится рыба, в лесах обитает множество животных. Экология. Из-за того, что в Болгарии мало загрязняющих производств, хорошая и экология. Болгария занимает 41 место из 180 стран в рейтинге самых экологически чистых стран мира 2022 года. Ниже в рейтинге по состоянию экологии находятся такие страны, как США, Польша, Сингапур, Португалия, Канада. Дороги и транспорт. Болгария удобно расположена на юге Европы и граничит с Грецией, Турцией, Северной Македонией, Сербией и Румынией. Например, минимальное расстояние от границы Болгарии до Средиземного моря около 50 километров, а до Стамбула 260 километров. В доступности аэропорты Софии, Варны, Бургаса, Бухареста, Стамбула. Хорошо развит общественный транспорт в крупных городах. На табло на остановках или в приложении в телефоне можно отслеживать любой маршрут в реальном времени. Болгария имеет развитую сеть автомобильных дорог. Болгария предлагает железнодорожный транспорт в хорошем состоянии и по приемлемым ценам. Также в Болгарии сравнительно низкие цены на такси. Социум. Близкий по написанию и пониманию язык славянской группы. Болгарский – это единственный в Евросоюзе язык на кириллице. Много слов имеет одинаковое значение. В Болгарии легко коммуницировать даже человеку, не знающему болгарский язык, потому что в Болгарии русский язык был обязательным языком для изучения в школьной программе в советское время. Поэтому люди постарше наверняка знают или понимают русский язык. В плане языка, опять же, Болгария представляет вам возможность выбора. Если вы не хотите полностью покинуть русскоязычную среду, к вашим услугам та же Варна и наоборот. Если вы хотите этого, тогда надо выбирать место проживания не на Черноморском побережье. Болгария – это страна с лояльным отношением к иностранцам, в том числе русскоязычным. Часто бывает, когда собеседник сам переходит на русский язык. Люди переезжают на ПМЖ в Болгарию из таких стран, как Германия, Израиль, США. Люди в Болгарии внешне и своим менталитетом похожи на нас, что помогает особенно на этапе адаптации. Но в целом люди толерантнее. На улицах Болгарии вы не увидите пьяного или так называемых гопников. В Болгарии не принято приставать к незнакомому на улице, правда, это не относится к туристическим местам. Преступность. Несмотря на возрастающую в мире агрессию, Болгария остается относительно безопасной страной. Это доказывают наши ощущения и статистика. По самым последним данным за 2023 год Crime Index for Country в Болгарии индекс преступности ниже, а индекс безопасности выше, чем в Бельгии, Великобритании, Италии, Украине, России, Новой Зеландии. Экономика. Небольшая подсказка для приезжающих в Болгарию. Можете все цены в болгарских левах делить на 2, и вы получите сумму в евро. В Болгарии стабильная экономика. Болгарский лев можно назвать крепкой валютой. Чтобы вы понимали, в конце 1999 года за 1 евро давали 1,955 тысячных лева. И сейчас за 1 евро дают 1,955 тысячных лева. В Болгарии стабильная денежная единица
Курс лева жестко привязан к евро более 20 лет. Ожидается переход на евро. Проживая в Болгарии и имея официальный статус, вы можете претендовать на получение кредита на жилье. Так, процентные ставки для людей со статусами ПМЖ и гражданства сейчас от 3 до 5% годовых. Культура. Болгария – это страна с древней историей и большим количеством достопримечательностей. В Болгарии расположены 10 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В Болгарии традиционная религия – это православие. В целом, качество образования в Болгарии выше, чем в странах бывшего СНГ. Много учебного материала для практической жизни. Например, даже в школах развивают основы предпринимательства. Также диплом, полученный в Болгарии, признается в большем количестве стран. Более понятная система страховой медицины для постоянно проживающих в Болгарии. В страховку включены основные виды помощи, включая стоматолога. Но не все стоматологи работают по страховке. При желании можно прибегнуть к медицинскому туризму в ту же Турцию, она рядом. В крупных городах присутствует 5G-сеть, остальные территории покрыта 4G. В Болгарии почти нет коррупции на бытовом уровне. Если вас остановит дорожная полиция, навряд ли вас будут мариновать только из-за того, что вы иностранец. Если у вас все в порядке, вы быстро продолжите свой путь со своими деньгами. Банально, но Болгария – это единственная страна в Евросоюзе, в которую проще всего переехать нашему человеку. Во многие другие страны Евросоюза процесс иммиграции сложнее, дороже или длиннее по времени. И часто бывает, что нет гарантии, что иммиграция вообще осуществится. Для переехавших в Болгарию также есть четкая перспектива получения ПМЖ и гражданства, так называемая натурализация. Прожитое время зависит от вашего первоначального официального статуса, получив гражданство в Болгарии. И тогда у вас появится возможность жить и работать в любой стране Евросоюза. Вы наверняка уже слышали об аргументах за переезд в Болгарию. А сейчас я вам расскажу о том, о чем вам не расскажут. Об аргументах против переезда в Болгарию. И начнем с самого главного аргумента. Аргументы против. Главный аргумент против переезда в Болгарию – это экономический. Если вы входите в одну из категорий, вы обеспеченный пенсионер с пенсией, которая будет достаточно для проживания в Болгарии. Вы фрилансер, который работает из своего дома и не привязан физически к офису работодателя. Вы владелец собственного бизнеса, которым можно управлять удаленно. Вы рантье и владеете у себя на родине недвижимостью, которую можно сдавать в аренду. Тогда переезд в Болгарию для вас крайне желателен. Болгария – это та страна именно для вас. Единственное, вы должны иметь некий запас прочности на случай возможного изменения курса валют не в вашу пользу. А если вы не входите в эти идеальные категории иммигрантов, что тогда делать? Сейчас вы узнаете. Простое решение – найти работу в Болгарии. Во-первых, найти работу в Болгарии сложно. Нужно знать язык. Есть работы и без знания языка, но список этих работ очень маленький. Но даже если вам повезет и вы найдете работу, то, учитывая дополнительные появившиеся расходы и основные расходы, то наверняка в лучшем случае это будет сведение концов с концами. Ни о каком процветании речи быть не может. Если, конечно, не случится чудо и вас возьмут на работу директором крупной корпорации. В итоге даже средняя, не минимальная зарплата не покроет ваши увеличившиеся расходы и придется экономить даже на еде. Жизнью это тяжело будет назвать, скорее существованием. Вы готовы к таким испытаниям? Во-вторых, в Болгарии самые низкие зарплаты во всем Евросоюзе. А вот минимальный прожиточный минимум в Болгарии на одного человека составляет 732 евро. Но стоит заметить, что более миллиона болгар имеют зарплату ниже 510 евро. Теперь оцените ваши шансы найти работу с зарплатой хотя бы на уровне минимального прожиточного уровня. Для наглядности вот карта зарплат по районам Болгарии. Как видите, зарплаты невысокие и очень сильно варьируются. Самая высокая зарплата в столице Софии. На этой карте красным выделены районы, где с работой очень плохо. Туда лучше не переезжать. Светлым цветом выделено, где маленькая безработица. И таких мест не так уж и много. София, Варна, Бургас. А вот феноменальный район Макреш, где более 71% безработицы, то есть там из каждых 3 болгар 2 без работы. Теперь оцените свои шансы найти хоть какую-то работу. В-третьих, переезжая в Болгарию по самым распространенным основаниям, а это обеспеченный пенсионер или представитель компании, у вас не будет права официально работать. Но зато у вас добавятся новые и немалые административные расходы на ежегодное продление статуса ВНЖ.
В Болгарии на практике право на работу дают только официальные статусы ПМЖ и гражданство. Я не буду вам подробно рассказывать об официальных статусах в Болгарии и как их получить, это большая отдельная тема. А если вы решитесь на нелегальную работу, то за такое нарушение предусмотрен огромный штраф. И часто бывают случаи, что работодатель потом отказывается платить. Есть некоторые исключения, чтобы работать официально для людей в статусе ВНЖ, но о них расскажу чуть позже. Продолжая экономические аргументы против, я отмечу, что в Болгарии необходимо еще платить за медицинскую страховку, независимо от вашего статуса. Различия будут в размере оплаты. Также есть отчисления в пенсионный фонд и фонд соцстрахования. О варианте дохода для обладателей ВНЖ Болгарии и не только. Это открыть свой бизнес, зарегистрировав свою фирму. Вот тут вы, возможно, скажете, это прекрасно, сейчас откроем свой бизнес в новой стране и как раз вернемся. Но я огорчу вас. Суровая действительность. Абсолютное большинство бизнесов, открытых мигрантами, закрылись. И об этом обычно никто не рассказывает, а выжили только единичные, там, где у собственников бизнеса были незаурядные способности, уникальная рабочая. Именно для Болгарии бизнес-модель, отсутствие сильных конкурентов. Почему так случилось, что бизнесы закрывались? Причины в каждом случае индивидуальны, но общие тоже есть. Первая причина – это малый рынок. Представьте, все население Болгарии соизмеримо с одной большой областью в вашей стране. Причем реально людей проживает еще меньше, чем числится по переписи. Так как многие люди работают, живут и тратят деньги в других странах Евросоюза. Следующая причина – это жесткая конкуренция. Образно выражаясь, когда на одного покупателя приходится 100 продавцов. Незанятых ниш практически нет. Даже если вы гений и найдете такую нишу, вас быстро скопируют, и не факт, что эта ниша будет востребована в Болгарии. Следующая причина – это сравнительно жесткое налоговое законодательство, которое имеет тенденции к постоянному ужесточению. Особенно для малого бизнеса. На практике все направлено на то, чтобы заставить маленького предпринимателя допустить какую-либо ошибку и потом наказать огромными штрафами, доведя этим до разорения. Для малого бизнеса в Болгарии нет никаких преференций. Так, в рейтинге Мирового банка по критерию оплаты налогов страна Болгария находится на 97-м месте, ниже таких стран, как Чили, Уганда, Сирия. Правда, единственное послабление для малого бизнеса за последние годы – это было поднятие порога перехода на обложение налогом НДС. Еще открыть фирму в Болгарии можно легко, быстро и недорого, а вот закрыть очень долго, тяжело и дорого, если вообще получится. Так что тему с открытием бизнеса в Болгарии настоятельно не рекомендуем, за исключением нескольких ниш, где вход в бизнес чрезвычайно сложный. На порядок легче, проще, прибыльнее будет открыть свой бизнес у себя дома, где вы в совершенстве знаете родной язык, менталитет и вкусы клиента, подводные камни ведения бизнеса, законы, имея в распоряжении рынок значительно больше и прочие преимущества. И если что-то пойдет не так, вы не сможете претендовать на какую-то социальную помощь. Вы, возможно, слышали о случаях, когда люди, приехавшие в Болгарию, и зарабатывают достаточно, что живут здесь в изобилии. Да, такое иногда случается, но чаще такие истории, как правило, распространяют люди, которые зарабатывают именно на таких иммигрантах, которые решили разбогатеть в Болгарии. Это они рассказывают, что здесь земля, где течет молоко и мед, а потому, что у них банально прямая заинтересованность в этом. Подытожу экономическую часть против. Болгария – это прекрасная страна, где можно хорошо жить и тратить деньги, но не зарабатывать. Жестокая реальность. Зарабатывать деньги в Болгарии очень тяжело, поэтому не зря множество болгар уезжают в другие страны в поисках заработков. Социум. При всей схожести языков и написания слов на практике оказывается, что в словах, которые пишутся одинаково, в лучшем случае ударение будет стоять не так, а может и вовсе иметь другой смысл. Работа, работа, монитор, монитор, автобус, автобус. Например, такие слова, как «направо» на болгарском прямо значение русского, «стол» – «стул», «живот» – «жизнь». Также в болгарском языке вместо 3 времен прошлое, настоящее, будущее аж 9. При всей кажущейся, на первый взгляд, простоте болгарского языка изучение на практике сложно, потому что есть существенные отличия. Очень много русскоязычных, живущих в Болгарии и прожив много лет, так и не выучили даже на основном уровне болгарский язык. И не обязательно из-за того, что не учили, просто не смогли. А без знания языка трудно здесь завести знакомых, тем более друзей. Еще нужно учитывать, что чем старше человек на момент иммиграции в другую страну, тем тяжелее ему дается новый язык. Это правило относится и ко всему процессу адаптации в новой стране. Как ни странно, но больше аргументов против,
кроме экономика и социум, мы не нашли. Даже если человек рассказывает, что причиной возврата на родину или переезд в другую страну послужило что-то другое, если копнуть глубже, все равно выясняется, что аргумент экономика или социум были первопричиной возврата. Я надеюсь, что эта информация была полезной и поможет вам принять правильное решение. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!